Всем привет, с вами Оля, мы продолжаем тему реглан, и сегодня я хочу вам показать то, что сама никогда нигде не видела. То, что я сейчас покажу, я придумала сама. Даже если вы знаете, что кто-то где-то когда-то придумал это за меня, кстати, я ничуть не удивлюсь этому, пожалуйста, в комментариях кидайте ссылку, чтобы я в этом убедилась, потому что я, сколько не искала, вот 2 дня листала интернет, я такого не видела нигде. В общем, у меня появилось желание сшить для себя что-то с рукавом реглан и выточками. Нагрудной выточкой, талиевой выточкой и, конечно же, приталиванием. Я решила этой темой заморочиться, возможно, вы захотите для себя такую же невидаль. У меня уже есть построение основы реглан для тонких и легких блуз или платьев, и я буду показывать моделирование на ней. То есть я буду сейчас моделировать ту выкройку, превращать ту выкройку в эту, и у меня получится и та будет базовая для легких и тонких блуз и платьев, и это будет базовая для уже таких серьезных, более серьезных вещей. Для того, чтобы нам начать, нам необходимо скопировать ту самую выкройку для тонких и легких блуз или платьев. Я уже, кстати, скопировала. Я даже себе карандашиком отметила какие-то линии, здесь у меня какие-то цифры, где-то даже формулы для того, чтобы мне ничего не забыть и передать вам информацию в точности, ну, чтобы не было никаких потом проблем, не было никаких вопросов, что я что-то не так сделала. Поэтому, если вы видите карандашные линии, прошу на это сильно внимания не обращать. Это не для вас, это для меня. Для начала мы убираем лишнюю свободу, то есть по этой выкройке изначально заложено к обхвату груди 12 сантиметров, талию мы с вами не трогали. Что касается обхвата бедер, у нас у всех цифра разная, поэтому будьте внимательны. Мы с вами должны оставить на свободу к обхвату груди, к обхвату талии, к обхвату бедер 6 сантиметров, то есть у нас должно быть везде 6 сантиметров. Если у меня 12 сантиметров и к обхвату груди, и к обхвату бедер, я убираю вот так 1,5 сантиметра от края, от боковой линии, я убираю 1,5 сантиметра. То есть, если я уберу 1,5 сантиметра, в общей сложности у меня останется 6 сантиметров на свободу. Повторяю, у меня к обхвату бедер была тоже прибавка, была 12 сантиметров. Поэтому я просто делаю вот так вот прямую линию вниз. Эта линия у нас будет тоже временная, но я ее зачем-то провела, не знаю, зачем-то провела прямую, но я думаю, что понятно. Также убираю по боковым линиям рукава. Вот он у меня рукавчик, я сейчас его подвину. Смотрите, убираю по рукаву только по верхней части. Вот он у меня реглан идет, вот от этой точки я откладываю 1,5 сантиметра. Вот так. Внизу у нас будет заужение, еще больше заужения. То есть я хочу, чтобы вообще, в принципе, рукав был классический, да, классическое заужение. Потом при моделировании мы можем его и расширять, и заужать, и что угодно делать. Сейчас мы с вами делаем верхнюю часть, строим. Дело в том, что я хочу, чтобы у меня осталась прибавка по рукаву 10 сантиметров, ни больше, ни меньше. У меня обхват руки 31 сантиметр. Значит, мне нужно, вот сейчас я уже за минусом этих 1,5 сантиметров с каждой стороны, у меня получилось 42 сантиметра. Мне нужно убрать еще 1 сантиметр. Значит, смотрю, центр я не прорисовала, вы должны его прорисовать. Центр, да, вот он, я сейчас вот так пунктиром его прорисую. Центр рукава. Мы когда копируем, мы можем его оставить. Вот обратите внимание, я, кстати, его скопировала таким образом, что у меня получился цельный рукав. Да, вот здесь у меня передняя половинка, я крестик поставлю. Значит, мне нужно убрать еще 1 сантиметр, чтобы осталось 41. Я его убираю по центру. Не советую убирать больше 1,5 сантиметров с боков. Поэтому я сейчас убираю по центру еще 1 сантиметр. Вот так вот прям веду, да. Я его потом вырежу. Этот сантиметр вырежу и склею. Вырежу этот сантиметр, склею между собой, у меня уже будет настоящий такой достаточно классический рукавчик.
По низу рукава я, допустим, себе вот так вот взяла и измерила. То есть взяла сантиметровую ленту, обвела вот так руку и посмотрела, какую я хочу свободу по низу. То есть свобода, она в любом случае должна быть. Я решила, что более-менее такая нормальная свобода 22 сантиметра. Рукавчик у нас в разложенном виде, поэтому смотрите, от этой линии, я же буду вырезать, убирать этот 1 сантиметр. Значит, от этой линии, вот так будет понятно. От этой линии откладываю вот сюда 11 сантиметров. И в эту сторону я откладываю вот сюда 11 сантиметров. Теперь мы можем соединить вот эти точки. Соединяю уже прямой линией. Так. Низ рукава мы можем прорисовать. Здесь я ничего не меняю. Уже при моделировании, допустим, мы захотели какое-то пальто пошить, можем здесь добавить. Или захотели рукавчик сократить, мы можем его убрать. Поэтому здесь я оставляю линию такой, какая она есть. Дальше двигаемся чуть выше. Значит, сейчас мы с вами работаем с верхней частью рукава. Смотрите, по рукаву, вот от этой верхней части, где у нас как бы горловина, я откладываю в одну и в другую сторону по 2 сантиметра. Вот сюда 2, вот сюда 2. И смотрите, вот эту точку я должна перенести вот сюда, на эту линию, и также эту. То есть мы не можем сейчас вести отсюда, а нам нужно отсюда, потому что мы убрали, вот она, да, то есть эта точка переходит вот сюда, эта точка переходит вот сюда. И вот этот изгиб мы должны повторить таким образом, чтобы линия у нас ушла вот сюда. Вот начало я повторяю. А дальше я буду под линеечку прорисовывать. Опять же, начало повторяю. А дальше через эту точку, вот так, я продолжаю уже под линейку. Пока произвольные линии у меня. Так. Теперь, путем проб и ошибок, я поняла, что со стороны спинки я поднимаюсь, вот от этой точки я поднимаюсь на 5 сантиметров. Вы же, кстати, можете также на 6 сантиметров подняться, и уже при примерке, возможно, вам захочется что-то убрать. По передней стороне я поднимаюсь на 6 сантиметров. Смотрите, прежде чем прорисовывать здесь горловину, мне нужно убрать вот этот 1 сантиметр. Я вот сейчас вот так возьму, сделаю вот такой защип и прорисую, то есть соединю вот эти две точки плавной линией, вот так. То есть у меня получится она вот так вот немножко здесь не сойдется, видите? То есть когда я вырежу, склею, и тогда она у меня сойдется. С рукавчиком мы с вами закончили. Рукавчик, в принципе, уже все. Здесь никаких не нужно дополнительных действий делать, поэтому я пока его отодвигаю. И переходим к полочке и спинке. Так, ну и, конечно же, будет проще продолжить со спинкой, а потом уже с полочкой. То есть полочка у нас самая такая сложная. Что касается спинки, опять же, методом проб и ошибок, от этой точки, вот по нашей якобы горловине, я откладываю 3 сантиметра. Не 2, как по рукаву, а 3. Далее, смотрите, я продолжаю центр спины. Вот так прямо, продолжаю вверх центр спины, но можно прямой линией сразу, в принципе. Вот так. И по этой линии, от линии горловины вверх, я откладываю 5 сантиметров. По рукаву мы здесь поднимались на 5, вот здесь, а по переду на 6. И здесь мы поднимаемся на 5. Здесь я тоже, смотрите, также мы 1,5 сантиметра убрали, но вот эту линию мне нужно, вот эту точку сюда переношу, и линию начала проймы мне нужно повторить, чтобы изгиб был, чтобы здесь не была прямая линия. А дальше уже продолжаем вот так по прямой через эту точку 3, произвольную линию. Здесь мы откладывали 5, здесь мы откладываем 5, потому что это спинка. Так, значит, 5 я откладываю и соединяю плавной линией. Так. Дальше
я от этой точки, где я поднималась на 5 сантиметров, от этой точки вверх я поднимаюсь на 2,5 сантиметра. Это для всех размеров, и если вдруг что-то будет не так при примерке, вы поймете. То есть от этой точки мы с вами найдем длину спинки до талии. 2,5 сантиметра. Я поднялась на 2,5 сантиметра. Так, значит, вот она, мои 37 сантиметров. И теперь под прямым углом, у меня спинка прямая, поэтому под прямым углом вот так вот я спинку прикладываю. Здесь у меня будет более точно тогда. Я провожу сразу линию талии спинки и продолжаю. Перехожу сразу на полочку, чтобы линия талии была на одном уровне. Так будет удобнее. Удобнее продолжать работать. Пока оставим спинку в покое, переходим к полочке. На полочке, также от этой точки, я откладываю 3 сантиметра, так же, как и по спинке, сюда 3. Дальше, смотрите, эту точку, опять же, мы переносим, ну, здесь у меня практически прямо, переносим сюда. И вот этот изгиб мы тоже должны с вами повторить. Эта линия будет, можно сказать, временная, поэтому здесь я пунктиром провожу. И опять же, через вот эту точку, вот так я пока пунктиром, вверх произвольно. И здесь, то есть по центру полочки, я тоже произвольно поднимаюсь вверх. Временно, опять же, это не окончательная горловина. Я поднимаюсь сюда на 6 сантиметров, сюда опять же на 6 сантиметров. И это, я уже сказала, временная линия горловины. То есть мы ее пока потом использовать не будем. Смотрите, мы сейчас с вами находим раствор выточки. Я худела, поправилась, и сейчас у меня раствор выточки 6 сантиметров. Ну, наверное, это даже и лучше. Значит, смотрите, мы с вами берем наш раствор выточки, делим пополам, и уже вот от этой новой боковой линии откладываем вот сюда в бок. 3 сантиметра у меня. Если у меня 6 сантиметров, значит здесь, вот здесь у меня 1,5, а сюда я откладываю 3. Если у меня 6 сантиметров выточка, я откладываю половину, получилось 3. Значит, смотрите, вот эта вот линия, я пока пунктиром, да, хотя вот эту линию уже можно прорисовать. Дальше от боковой линии, от новой боковой линии, вот сюда по пунктирной, мы с вами откладываем 5 сантиметров, тоже для всех размеров. Вот она моя точка, вот крестик я поставлю. Дальше от этого крестика вверх я поднимаюсь на полный раствор выточки, то есть в моем случае 6 сантиметров. 6, опять же, вот он крестик. Так, далее. Смотрите, вот здесь у меня 5, здесь 3, вот это расстояние 3, вот это расстояние 5, и это уже 8, да? Мы запомнили эту цифру 8. Мы должны с вами промерить от этой точки, от новой боковой линии рукава, вот так мы должны отмерить с вами реглан, промерить точно, вот так вот лучше на ребро, чтобы линия была, то есть мерка была точной. У меня получилось 28,5 сантиметров. Отнимаю вот это расстояние, у меня здесь 8, значит получается 25, да, если 28,5 минус 8, значит 25. Уже от этой точки, вот от этой вверх, у меня должно быть 25. То есть я продляю линию реглана до вот этой метки. Измеряю, сколько получается. 5 сантиметров ровно. Значит, вот 5 сантиметров. У вас же получится свое число. И это, кстати, у нас будет уже окончательная горловина. Я ее уже прорисовываю. Но пока здесь ничего не рисую. Смотрите, от этой точки, вот где у нас начинает, то есть заканчивается горловина вверх, мы поднимаемся на 2,5 сантиметра. Для всех размеров. Вот она точка. От найденной точки вниз мы с вами находим высоту груди. Все мы знаем, как это измерять. Дальше от центра полочки через эту точку мы должны с вами найти центр груди, ну, естественно, в половинном размере. У меня это 9,5 сантиметров. Вот она точка, вот она, да, высота, а вот она центр. Вот сюда я ставлю точку. Вот эта точка нам уже не нужна, мы можем ее просто спрятать. Вот так. Так. Теперь то есть от этой точки, это у нас уже будет вершина выточки, я провожу
Вот смотрите, вот она у меня мерка, да, моя выточка. Значит, мне нужно провести линии, стороны раствора выточки. Также пока произвольно. Теперь смотрим визуально, конечно же, вот эта верхняя линия получается у нас больше, да, вот она у меня здесь 14 сантиметров. Значит, мы должны их просто сравнить. Возможно, у вас получится одинаково, возможно, у вас получится здесь меньше, здесь больше. Хотя я очень сомневаюсь. Я эти 14 сантиметров переношу вот сюда, у меня буквально здесь 0,5. И теперь уже я плавненько соединяю вот так, то есть продляю вот эту линию вот сюда. Так, вот здесь у меня будет заканчиваться, то есть начинаться моя выточка, вот она. Здесь она у меня заканчивается, и уже эту линию я прорисовываю окончательно. Вот здесь у меня 6 сантиметров. Если вы хотите, вот она, пожалуйста, ну или вот так, это я сейчас на глаз, вот так, по 3 сантиметра с каждой стороны. 3 и 3 это мой раствор выточки, да, то есть пополам. Мы, кстати, мне сейчас будет, наверное, неудобно такую плотную бумагу совместить. Смотрите, мы по центру, я сейчас лишнее все уберу, по центру выточки мы с вами вот так вот складываем вершину выточки. Обязательно вот так, чтобы она прям была, выточку сложить так, как она должна быть. Так. Далее здесь мы соприкасаем, соединяем, вот так визуально мы видим, да, раствор выточки. И как будто бы мы ее пришили. Вот так мы с вами ее вот так складываем. И теперь мы видим, вот здесь у нас начинается линия, а здесь продолжается, да? Мы ее должны с вами вот так прорисовать. Если у нас бумага прозрачная, то у нас тут видно. У меня не прозрачно, не видно. То есть вот эту линию мы тоже с вами можем вот так прорисовать. Смотрите, если оставить вот эту линию вот такой прямой, то когда при раскрое ткани мы будем соединять выточку, вот так мы будем, допустим, накладывать, нам не хватит вот этого кусочка ткани. Поэтому при раскрое вот этот уголочек обязательно выкраиваем. Итак, переходим к низу, чуть ниже. Значит, мы с вами должны найти, мы нашли линию талии, мы с вами должны найти сразу линию бедер. Ну, я уже говорила, да, уже не раз говорила, что у меня очень короткая вот эта часть, очень маленькая, поэтому я беру в среднем 17 сантиметров для себя. То есть от линии талии я откладываю 17 сантиметров и сразу провожу и на полочке, и на спинке. Провожу вот так вот сразу, чтобы они были у меня на одном уровне. Так будет удобнее. Так. Теперь мы переходим к талиевым выточкам и приталиванию. Значит, линию талии мы с вами нашли, линию бедер мы с вами нашли. Смотрите, что касается выточки по переду, я вот от высшей точки груди, я ее переношу к низу. То есть, если у меня центр груди 9,5 сантиметров, я также откладываю вот сюда 9,5 сантиметров и прорисовываю центр выточки, так вот пунктиром пока, центр выточки. Что касается линии, то есть что касается спинки, это я определю чуть позже. Смотрите, для начала мы с вами берем разницу между обхватом груди и обхватом талии. У меня эта разница ровно 20 сантиметров. Я делю пополам, потому что выкройка у меня в половинном размере. И делю еще раз пополам, для того, чтобы мне сделать приталивание. То есть 10 сантиметров я делю пополам, получаю 5. Значит, 5 сантиметров я беру на приталивание. Если 5 сантиметров, значит по 2,5 с каждой стороны от боковой линии. По 2,5. Теперь внимание, по спинке я соединяю. Вот здесь вот у меня 1,5 сантиметра. Я соединяю вот с этими 1,5 сантиметрами, да, и вывожу к линии бедер. Что касается полочки, я эти 2,5 сантиметров вывожу вот сюда к 3 сантиметрам, где я откладывала 3. То есть у меня 3, у вас это другое число, половина нашей нагрудной выточки. И опять же
вывожу к линии бедер. Забегая наперед, вы зададите в любом случае вопрос, почему у нас острый угол, потому что это выкройка. Когда мы будем с вами выкраивать на ткани, эти линии в любом случае будут более мягкими. Значит, смотрите, теперь я измеряю уже от этой точки 2,5, и здесь у меня 2,5, да, до центра спинки. У меня получается 24 сантиметра. Я просто делю пополам, и это у меня будет центр выточки. Получается 12. Значит, для точности чуть ниже или чуть выше можно, в принципе, отмерить 12 сантиметров. И это у меня будет центр выточки по спинке. Произвольно, да, я ее прорисовываю произвольно. Давайте сразу определимся с вершинами выточек. Смотрите, в среднем вершина выточки по спинке 22 сантиметра. Ну, тут уже, наверное, зависит от фигуры и от роста. Я себе всегда беру 22 сантиметра и нормально. Что касается нижней вершины, я беру одну треть от высоты бедер, то есть у меня получается где-то примерно 5,5. Вот она у меня будет вершина нижняя. Что касается по полочке, вершина выточки у меня, верхняя вершина уйдет в центр груди, нижняя на 1/5 вниз, 1/5 обхвата бедер. Это примерно, то есть высоты бедер, это примерно 3,5 сантиметра. То есть мы с вами нашли вершины выточки, и теперь нам нужно найти раствор выточки. Смотрите, повторяюсь, приталивание, то есть разница между обхватом груди и обхватом талии у меня 20 сантиметров. Мы поделили пополам, потому что выкройка в половинном размере. Половину, получается 10, да, половину от этих 10 мы убрали на приталивание. Кстати, если у вас разница получилась менее 8, то на приталивание лучше взять 1/3, а не 1/2. Остальное у нас пойдет на выточке. Остальное это в моем случае 5 сантиметров. Значит, 5 сантиметров. Я беру 30% от 5 сантиметров на полочку и 70% на спинку. От этих 70% я еще уберу 1 сантиметр для средней выточки по центру. То есть 1 сантиметр вот здесь у меня будет по центру выточка, по центру спины. Я ее соединяю с линией бедер и вот с этой первой линией горловины. Так, маркер перестает писать. Значит, не забыть мне, что здесь у меня 1 сантиметр. Кому-то он не нужен, а кому-то нужно 1,5 сантиметра. Но более 1,5 сантиметров я брать не советую. Значит, 30% от 5 получается 1,5. Значит, 1,5 сантиметра у меня пойдет на переднюю выточку. И так как у нас раствор, то есть две стороны выточки, я опять же делю пополам, у меня получается по 0,75. В одну и в другую сторону 0,75. Вот они мой раствор выточки. Что касается спинки, то есть 70% от 5, получается 3,5. Я отнимаю один, вот этот, который я пустила по центру, и получается у меня 2,5. Значит, опять же я делю пополам эти 2,5, получаю 1,25 в одну сторону и 1,25 в другую сторону. Все, раствор выточки у нас найден. Мы соединяем точки нашей выточки, то есть раствор с вершиной. Так, с верхней, с нижней вершиной. Прорисовываем выточки. Сейчас я беру новый маркер, этот уже на помойку. Так. Вот и все, выкройка готова. Кстати, я советую перенести ее на чистый лист бумаги, но предварительно мы должны с вами обязательно все точно проверить, чтобы прежде чем перенести на чистый лист, мы сейчас с вами все это переносим на кальку. Рукавчик можно, в принципе, короткий сделать, вот как у меня, да, это пробник. Вот, обязательно шьем макет, и, возможно, нужно будет внести какие-то корректировки. И уже после того, как вы убедитесь, что все хорошо, что все село идеально, как вам нравится, только тогда мы
вы переносите эту выкройку уже на чистый лист бумаги. Я очень надеюсь, что это видео было для вас понятно, особенно тема нагрудной выточки. Я очень надеюсь, что этот материал был для вас полезен или будет полезен. Кстати, мои подписчики телеграм-канала «Швейная продленка» вместе со мной будут индивидуальны, потому что такой выкройки я больше нигде не видела. Честно вам говорю, 2 дня листала интернет, я не нашла. Пока она у меня только на столе, я надеюсь, что скоро будет и у вас, поэтому будем шить. У меня, кстати, даже есть кое-какая задумка, пока я не скажу, чтобы не сглазить, так сказать, сошью, обязательно покажу. В общем, стройте для себя новые выкройки, шейте для себя новые изделия, будьте индивидуальными. На сегодня всем пока!